Занятие пятое. Допустимые цели. Нам нужно решить две основные задачи. На предыдущем занятии мы описали круг вопросов, да, какие цели, по каким причинам должен ставить перед собой человек, какого уровня, какой позитивности и так далее. Да, то есть доступные по действующим показателям, уровень позитивность прежде всего, ну и другие вопросы, да, доступные. И для вот этих целей задачи на сегодня две. Первая задача. Там, предположим, какая-то цель, человек на нее смотрит, и у него могут быть там сомнения, допустима эта цель, недопустима. Нам нужно, задача номер один, сформировать опору в прошлом. Да, то есть увидеть, что по таким-то, таким-то причинам эти показатели или уже достигались, или человек был близок к ним, но в любом случае опора на свое прошлое, да, что именно мы рассмотрим. Опора или с точки зрения человек, там, скажем, проходил подготовку, скажем, тренировался там управлять процессом, ну, почему-то не стал управлять, пошел огурчики, помидорчики выращивать. Подготовка есть, реализация нет. Поэтому с точки зрения подготовки и с точки зрения реализации, то есть конкретных достижений, положения в обществе, там, определенного статуса. То есть нам нужно вот себя в прошлом увидеть, на что опираются вот те цели, которые должны быть поставлены и реализованы. И вторая задача, то есть человек куда-то поднимался, а сейчас, предположим, он находится ниже. А почему он находится ниже? Да, потому что у него в силу тех или иных причин выставлены какие-либо блоки ограничения. Вот то, что мешает вот эту опору реализовывать в полной мере, вот эти блоки ограничения нужно будет поубирать. По опоре. Суть в чем? Это опора, свая для любых каких-то позитивных убеждений. Вот чем мы хотим пользоваться, нам нужны достаточные основания. Вот эти основания нам нужно увидеть в своем прошлом. Основания могут быть какие? Предположим, цель находится вот здесь. Что может быть основанием, что эта цель для вас доступна? Или вы уже в этой жизни, в предыдущих, вы поднимались достаточно близко, да, вот к этим горизонтам, еще один шаг, и вы здесь. Да, то есть вы стоите на предыдущей ступеньке, это недалеко. Или вы уже находились на этом уровне, или вы поднимались даже выше. Да, вот ваши те или иные достижения, быть рядом, быть на этом уровне или выше, это основание, почему цели, которые сейчас должны быть поставлены, они достижимы. Поэтому позитивная составляющая, если мы видим, что мы куда-то поднимались, да, есть потенциал в нашей душе, вот он есть, да, потому что мы уже решали эти задачи. Да? И это нужно использовать как опору, ее нужно изучить, увидеть, благодаря чему, как это, подробности, чтобы наша будущая цели опиралась на наше прошлое, да, по ступенькам, чтобы мы могли вот это повторить и идти дальше, дальше, дальше. Да, это вот опора, источник силы должна быть. Поэтому сама по себе задача, которая стоит, знать, на что я могу опираться, да, подтверждение, что это достижимо. Да, опять же, мы говорили, был рядом, поднимался на эту высоту или поднимался выше. И в целом задача, правильная задача, ведь люди, многие решают задачу какую? Почему не получится? Может быть, неудачники, многие же люди, они решают эту задачу. Они ищут основания для подтверждения негативных собственных программ. А цель должна быть формирование веры в себя и в успех. А чтобы успех был всегда, нужно двигаться по шагам. Закончил первый класс, пошел во второй, закончил второй, пошел в третий. Когда мы видим эти шаги, каждый следующий класс, он доступен. Когда мы видим эти шаги, то будущее становится доступным. Если пытаемся перепрыгивать или уходим в прошлое, ставим маленькие цели, мы идем в прошлое вниз, назад. А чтобы мы шли вперед, нам нужно видеть ступеньки. Да, и чтобы наши цели были правильными, нам нужно видеть ступеньки, на которые мы уже поднимались. Для этого задача номер один – увидеть эти ступеньки
и понять, что цель – это формирование веры в себя и в успех, опора на свои предыдущие достижения. Вторая задача – понять, что этому мешает, и с этим попрощаться. То есть фактически первое – это познание себя и своих сильных сторон, которые ранее были. Увидеть вот эту картинку и максимально на нее опереться. Вторая задача увидеть, понять и убрать, а что эти опоры не то что подрывают, уже подорвало, ну и продолжает подрывать. Да? И вот то, что подрывает вот эти опоры, это нужно, разумеется, полностью убирать. Какие основные причины? Первое – падение с достигнутой высоты. И вот то, что он упал, он это покрасил черным цветом, и все для него вот это вот закрыто. Нет там достижений, там есть боль. Поэтому убрать вот эти причины. Раз. Второе. Человек должен пройти через все. Да? У тебя судьба миллионера, пожалуйста, будь миллионером. У тебя судьба, что ты должен пройти там на минимум средств с ограничениями. Ты можешь пройти это без нытья, без скуления какого-либо. Да, вот есть любые обстоятельства, ты всегда себя должен вести правильно, достойно. Когда какие-то забубончики, это все отказался, и до сих пор вот это вот отречение человек сохраняет. Хотя он в других условиях, у него уже другая судьба, да, а он продолжает одно и то же. Поэтому отречение и отказы. Дальше, ложные обязательства. Вот вопрос. Предположим, друг совершил преступление, и ваше действие. Ложные обязательства – это что? Покрывать преступников. Но ложные обязательства, предположим, ну это же мой друг там, или какой-то родственник. Ну как же я могу? И человек становится соучастником. Да? Соучастником. Понятно, что есть различные обстоятельства. Ну, надеюсь, понятно. Ложные обязательства, когда человек покрывает нарушение законов, прежде всего духовных законов. Одни из причин нарушений, да, это гордыня. Да, почему причина падения? Поднялся, там, понесло. Да, человек свысока смотрит на других, теряет поддержку окружения, ну и окружение в конце концов приговаривает. Да, все. Нет земли под ногами, приходится падать и разбиваться. И всякие другие нарушения законов. Значит, в целом суть, она такова. На свое прошлое посмотреть, выделить ключевые точки опоры и убедиться, да, что те цели, которые нам нужны, да, вы были или рядом, или на этой высоте, может, поднимались и выше. Да, но вам нужно позачищать вот те слои проблем, которые человека опустили ниже предыдущих уровней достижений. Да? Задача увидеть, что я могу, все, что мешает, убрать, и что в конечном итоге была сформирована вера в себя и вера в успех. А все, что этому мешает, должно быть устранено.